привет из Вьетнама. Это курортный город Ничанг. Меня зовут Илья, а это Тилли. И сегодня наконец-то у нас получится искупаться в море Ничанга. Давно мы уже не были на море. Последний раз, когда мы были на море, я как раз снимал видео. Это было 6 июля, то есть все лето практически мы не купались. Ну, июнь там, да, было, но там с мая начались ограничения. Уже какие-то были ограждения на пляже. Мы живем рядом с северным пляжем Ничанга, где поменьше волны, почище. Здесь более семейные люди ходят. Все такое уютное, компактное. Сейчас уже конец октября, начинается такая осень, сезон дождей уже идет. Каждый вечер дожди, кстати, часов 8, 9, 10 начинается дождь. Ну и к утру уже все проходят, все тучи, все нормально становится. И днем вот такая прекрасная погода, жара. Так что погода в Ничанге хорошая для купания, для пляжного отдыха вообще идеально. Давайте посмотрим. Так, смотрите, какие волны. Здесь волны меньше, чем на центральном пляже. Но все-таки и здесь бывают они. Но это еще маленькие волны на самом деле. И они здесь прям вот у берега. То есть плавать, купаться спокойненько можно. Вообще без всяких проблем. Еще несколько дней назад, а может недели 2 назад, такого еще не было. Было спокойное море. Но тоже всегда по-разному на самом деле. Воу. Даже как-то хочется немножко посмаковать этот момент. Долго я не был на море. Очень многие люди в России съездили в Турцию, на юга, куда там, в Сочи можно было ездить, в Крым, куда еще, толком не знаю, куда можно было ездить из России еще. Напишите в комментарии, кто куда ездил. Ну а мы просидели дома практически все лето. В июне тоже возможности много не было купаться, и в начале июля уже все это перекрыли. Сейчас, в конце октября, возобновляем пляжный сезон. Вот такая погодка, тропический сезон дождей, когда вечером может быть дождь, а днем вообще прекрасная погода, облаков мало, небо синее. Сегодня вообще особенно хорошая погодка. С утра уже даже было солнце. Ну, вечером может быть дождь, а днем в основном тепло, жара, можно купаться, вообще идеально. Давайте сейчас пойдем, сходим в море. Я так до сих пор еще и не заходил, только по колено. Водичка теплая, ну градусов 25, наверное, идеальная, как в бассейне, короче. Вообще как надо. Людей на пляже очень мало, даже 20 человек нету, меньше 15 человек, как я сейчас так посчитал примерно. Тепло, хорошо, жара, но я все равно даже в эту жару работаю. Съемки, съемочки, все показываю как есть.
Так что оставайтесь на канале со мной и подписывайтесь, следите за происшествиями. Очень много чего еще можно показать, даже без туризма. Очень всего много интересного. Итак, первое погружение в воду. Погнали! У меня даже такое чувство сейчас было, что я вообще разучился плавать на самом деле. Сколько прошло? 3 месяца, как я не купался. Больше, почти 4 месяца, наверное, уже. Такая интересная акция от правительства Вьетнама получилась. Посиди на карантине 3 месяца и почувствуй себя пакетным туристом. Ну что, сейчас уходим с пляжа, накупались, позагорали. Вредно очень за раз сгорать. Многие туристы сюда приезжали и в первый же день шли на пляж на целый день, сгорали. Потом не могли ни на экскурсии сходить, ни вообще никуда. Кстати, обратите внимание еще, что лежаки все перевернуты. Никаких нету зонтиков. Открыть-то открыли пляж и море, а вот туризм еще пока не заработал. Ни зонтиков, ни лежаков еще пока не расположено. Так что все это вообще постепенно происходит. Потихоньку открываются какие-то лавочки, магазинчики, кафе начинают потихонечку открываться. Вот единственная перегороженная улица осталась здесь. Причем она перегорожена только с одной стороны. С обратной стороны там можно выехать, а с этой стороны здесь не проехать. Это единственная улица, которая осталась перегороженная из тех, которые я видел. Все остальное разблокировали. Это основная улица на севере Нячанга. Большая, самая оживленная. Когда был локдаун, я здесь снимал пару раз. Все было перекрыто и не было вообще ни души здесь. Как вымерший город был. Кому интересно посмотреть эти теперь уже архивные видео, можете в верхнем правом углу перейти по подсказке на такое видео. Парикмахерские открыты тоже. Вот там стригут кого-то. Аптеки работают, но они и не закрывались. Вот как раз одно из таких кафе, где пьют чай. Милано кафе. Прям вот оно вообще популярное, полное кафе. Здесь люди сидят, по несколько человек за каждым столом, и пьют только чай. Посмотрим сейчас, как там еще другие кафе. Вот эта улица полностью с разными кафе, которые шумели до позднего вечера, до 11, до 12 могли работать. И здесь еще вот пусто, практически никто не открыт. Эту улицу тоже вообще недавно разблокировали. Вот здесь новый спортивный зал. Точнее, он уже был давно, но его тут, я так понял, выкупили и отреставрировали, отремонтировали. Завезли сюда новое оборудование. И как раз наступил карантин. Поработать они долго не смогли. Ну что, на этой улице ничего и не открыто еще. Я ее показывал, когда был карантин, как раз в таком видео. У меня там сразу больше просмотров набралось, чем обычно. Здесь было заблокировано, я планировал выйти. Весь район, в общем-то, перекрыт был. Буквально вот позавчера разблокировали. Ну а тут пляж, где мы были уже сегодня. Волны раскатистые. Сейчас тут фонари даже пока еще не горят. Спасибо тем, кто поддерживал и поддерживает еще донатами. Как это сделать, написано в описании каждого видео. Как отправить донат. Такая поддержка тоже приветствуется. Ну, если не донатом, так хотя бы лайком можно поддержать. Подпиской. Вот я тут зашел, меня уже и не видно. Волны аж до сюда почти доходят. До самой набережной. Сейчас выходил из дома, видел, тучи собираются в небе. И вот сейчас как раз, как я и говорил, что по вечерам бывают дожди. Почти каждый день идут. Я сейчас у жилого комплекса Мунтань нахожусь. Здесь вообще все магазины в округе открыты. Здесь такая движуха ощущается. Дети гуляют русские прямо здесь во дворе.
ставьте колокольчик после того, как подписались на канал. Кто еще не подписан, очень много всего интересного здесь есть, что я собираюсь еще показывать. Пишите комментарии, задавайте какие-то вопросы, на вопросы отвечаю. Пишите, что хотели бы еще увидеть. Контент-план подстраиваем с учетом и комментариев тоже. И, конечно же, смотрите и другие видео тоже. В закрепленном комментарии как раз есть список моих видео, которые я рекомендую посмотреть.